Всем привет! В этом видео я подробно покажу, как связать мишку крючком. У него поворачивается голова, а ножки подвижные, так что он может сидеть и стоять с опорой. Готовая игрушка получится около 30 см в высоту. В процессе вязания я покажу, как установить шплинтовое и пуговичное крепление. Объясню, как читать схемы вязания, делать аккуратные переходы между цветами, вязать ровные столбики и правильно набивать игрушку. Приятная новость, мы будем ввязывать большинство деталей. Однако просто связать мишку – это только начало. Я подготовила для него два комплекта одежды. Первый яркий – бордовый свитер в полоску, фактурная шапка с прорезями для ушей и забавные арбузные кеды. Второй комплект нежный – бежевый комбинезон с воротничком и чепчик из популярной пушистой пряжи. Комбинезон украшает коса – редкий узор для изделий, связанных крючком. Мне кажется, мишка по-настоящему оживает, когда у него есть одежда. Чтобы вы могли легко связать такую же, я подготовила подробные мастер-классы со схемами, пошаговыми фото и видео на сложные моменты. Больше информации вы найдете в описании к этому видео. Также приглашаю вас в наш чат поддержки в Telegram. Делитесь там своими мишками, задавайте любые вопросы. И мы начинаем! Что нам понадобится? Крючок 2 мм. Коричневая пряжа Yarn Jeans 2 мотка. Я покажу на примере оттенка 71, но 70 мне нравится больше. Бежевая Yarn Jeans оттенок 07. Синтепух. Пряжа для вышивания мордочки. Черная. Очень рекомендую использовать именно Yarn Begonia оттенок 999. Она подойдет вам для всех будущих игрушек. Молочная джинс в 03 оттенке. И для носа мне очень нравится джинс серии Бамбу, оттенок 134. Для крепления ножек 2 пуговицы 2,5 см. Глаза на безопасном креплении 14 мм, просто черные. Шплин для крепления головы с дисками 3,5 см. Металлическая игла с тупым концом. Маркеры сантиметр. И также для установки шплинта нам понадобятся круглогубцы или плоскогубцы с закругленным верхом. У меня они такие маленькие, покупала я их в отделе для творчества, но можно найти и в строительном магазине. Перейдем к вязанию. Сразу скажу, что этот мастер-класс подробный, но не предназначен для тех, кто впервые взял крючок в руки. Чтобы вязать по нему, вам нужно знать, как вяжется цепь из воздушных петель, кольцо амигуруми, столбик без накида. Ну а если вы ранее не пробовали вязать, я вам советую сначала связать зайку по моему мастер-классу. Ссылочка в правом верхнем углу. Итак, начнем с вязания верхних лап медведя. Вяжутся руки полностью одинаково. Одну свяжем вместе. Здесь я делаю смену цвета. Если вы хотите вязать все одним цветом, единственное, что изменится для вас в схеме, это то, что вам нужно пропустить один ряд соединительных столбиков. И также в процессе я объясню, как читать схему вязания, для тех, кто еще не разобрался в этом. Начинаем вязать кольцо амигуруми бежевой пряжи. Хвостик укладываю вдоль кольца и набираю 6 столбиков. Я вяжу узором крестики, вы можете делать галочки, как вам больше нравится. Затягиваю кольцо, пока оно не закроется. Дальше смотрим на схему. Первый ряд мы уже связали. Это 6 столбиков без накидов КА, то есть кольцо амигуруми. Во втором ряду написано 6 прибавок и в скобках число 12. Это означает, что в каждую из 6 петель первого ряда нужно связать по 2 столбика без накида, то есть 6 прибавок. А в скобке указано количество петель, которое получится в конце ряда. Их можно будет пересчитывать для проверки себя. Начинаю вязать второй ряд. В первую петлю провязываю 1 столбик и в нее же второй столбик. Это первая прибавка. Далее следующая петля. Вяжем при и в нее же бавка. В третью при и в нее же бавка. И так еще в 3 петли вяжем 3 прибавки. Вот я связала 6 прибавок. Теперь пересчитаем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не забывайте, что петля на крючке не считается. Второй ряд завершен. Устанавливаю маркер начала ряда и перехожу к третьему. В схеме указано 1 столбик без накида плюс прибавка. В скобках все это умноженное на 6. И в следующей скобке 18. Что это значит? Что мы 1 столбик чередуем с прибавкой 6 раз. И в конце ряда, когда мы его свяжем, у нас получится 18 петель. Вяжем вместе. Сначала 1 столбик, потому что первым в скобке указан 1 столбик.
Если бы в начале была написана прибавка, мы бы начинали с прибавки. В следующую петлю прибавка. Вот мы связали комбинацию из скобок один раз. И таких комбинаций нам нужно связать всего 6 подряд, что и обозначается числом после знака умножения. Для того, чтобы не запутаться, сколько раз мы уже связали, я считаю по прибавкам. Повторяем комбинацию второй раз. Вяжу один столбик, далее при, и в нее же бавка. 2. Дальше вяжу снова столбик, и в следующую петлю при, бавка, 3. Снова в следующую петлю 1, в следующую при, бавка, 4, 1, при, бавка, 5, 1, при, бавка, 6. Закончили ряд, и в итоге здесь у нас получилось 18 петель. Подтягиваю маркер, оставляя спереди небольшой кончик и перекидываю его через ряд. Здесь важно не потерять первую петлю ряда, так как ее немного загораживает маркер. Но зато при таком перекидывании он не потеряется, и вы всегда сможете найти, где остановились, даже если что-то пропустили или забыли его передвинуть. Переходим к 4-му ряду. Здесь схема кажется сложнее. Один столбик без накида, затем прибавка, затем в скобках комбинация 2 столбика плюс прибавка, умноженная на 5, и в конце еще и не столбик без накида, а соединительный столбик. Ничего сложного. Вяжем так. Сначала один столбик без накида, затем прибавка в следующую петлю, а дальше повторяем комбинацию 2 столбика плюс прибавка. Всего 5 раз. Считаем. Первый столбик, второй, при, бавка. Это раз. Далее 1, второй, при, бавка, 2. И так повторяем, пока не насчитаем 5 прибавок. Готово. И после этого у нас осталась последняя петля, и в нее мы вяжем один соединительный столбик. И всего в конце ряда получилось 24 петли, как значение в скобках. Далее в 5-м ряду начинается переход на другой цвет. И нужно уже коричневой нитью провязать 24 соединительных столбика за заднюю полупетлю. Сразу заводим крючок за первую заднюю полупетлю и надеваем коричневую нить. Протягиваем сквозь полупетлю и петлю на крючке. Первый соединительный столбик готов. Свяжите еще 23. Следите, чтобы ряд не стягивался и оставался плоским. Вот я закончила ряд. Переносим маркер. Следующий ряд у нас 6-й. Смотрим на схему. Комбинация 3 плюс прибавка, умноженная на 6. В этом ряду мы будем захватывать 2 петли, верхнюю коричневую и заднюю бежевую полупетлю. С обратной стороны это выглядит так. Коричневая и бежевая петли лежат рядом, и именно под них мы будем заводить крючок. Первый столбик отличается. Здесь мы захватываем обе полупетли бежевого цвета. Столбик 1, столбик 2, столбик 3. Теперь прибавка, также за эти же петельки. При, бавка 1. И дальше повторяем чередование, пока у нас не будет прибавка 6. Провяжите самостоятельно, и в конце ряда должно получиться 30 петель. Когда закончили, отрезаем бежевую нить от мотка и оставляем небольшой хвостик, который нужно связать с коричневым двойным узлом. Хвостик от начала вязания тоже подрезаем. Перебрасываем маркер на переднюю часть и дальше вяжем все ряды за обе полупетли. Следующие 4 ряда свяжите самостоятельно, просто по 30 столбиков без накида. Итак, я провязала 4 прямых ряда. Всего у нас 5 коричневых рядов. Считаю слева 1, 2, 3, 4, 5. Переставляем маркер. Теперь переходим к следующему ряду. Смотрим на схему. Столбик плюс убавка в скобках, умноженная на 10. В этом ряду ничего принципиально не меняется. Если первым в скобке идет столбик, то вяжем обычный столбик. Затем делаем убавку. Я вам предлагаю вязать скрытые убавки, менее заметные. И для этого заводим крючок под переднюю полупетлю первой петли и сразу же под переднюю полупетлю следующей петли. Захватываем нить и протягиваем ее через эти 2 полупетли.
Теперь еще раз захватываем нить и провязываем оставшиеся 2. Покажу еще раз. Завожу крючок под передние полупетли 2 соседних петель. Провязываю их вместе. Убавка готова. Вяжем, чередуя один столбик и убавку 10 раз. Самое главное, внимательно заводить крючок именно в новую петлю. То есть, если передняя стенка петли уже натянута, значит, она уже провязана. И нужно перейти к следующей. Повторяем этот порядок до конца ряда, пока не будет сделано 10 убавок. У нас получилось 20 петель вместо 30. Убавили 10 петель. Следующие 2 ряда, 12 и 13, вяжем без прибавок и убавок. По 20 столбиков в каждом ряду. Провяжите самостоятельно. Готово. Теперь вяжем 14 ряд. Переставила маркер. В этом ряду провязываем комбинацию 3 столбика плюс убавка. Повторяем 4 раза. После этого набираем основную длину. Провязываем 10 прямых рядов по 16 столбиков без накида. После того, как свяжете, включайте видео, наполним ручку и подготовим ее для ввязывания. Итак, вот что получилось после провязывания всех 24 рядов. И вот ручка уже готовая. Я не стала сильно увеличивать ее размер за счет набивки, но она все же должна быть плотной. Наполнять можно пальцем или дополнительным инструментом. Ручки не должны быть твердыми, и мы набиваем их не полностью. Сейчас покажу, как это сделать. Из-за того, что прибавки распределялись равномерно по кругу, у ручки нет четко выраженной передней или задней стороны. Сначала наполняем 5 коричневых рядов, плотно, чтобы они приобрели круглую форму. Не забываем сверять обе ручки между собой. Сверху оставляем около 5 рядов совсем не заполненными, а вот этот промежуток слегка наполняем, добавляя небольшие кусочки набивки только для закрытия пустот, не утрамбовывая. Так лапка будет аккуратно прилегать к телу, не топорщась, и при этом не будет полой. Теперь нам нужно закрыть ручку. У нас здесь было 16 петель, и мы будем провязывать 8 столбиков для закрытия. Заводим крючок в первую петлю за обе полупетли. И теперь нам нужно завести крючок обратно в ту же петлю, из которой у нас ниточка выходила. То есть вот в эту. Складываем пополам и изнутри под обе стеночки заводим крючок. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем столбик. Давайте я покажу еще раз. Закончили перед маркером. Ввели крючок в следующую петлю с внешней стороны внутрь. После этого разворачиваем и вводим крючок в соседнюю петлю за обе полупетли. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем столбик. Первая петля готова. Продолжаем таким же образом, соединяя пары петель с каждой стороны. Всего должно получиться 8 столбиков. Последний провязываем за перемычку между двумя последними свободными петлями. Обрезаем нить, оставляя небольшой кончик, делаем узелок и подтягиваем. Кончик можно оставить, мы в дальнейшем вяжем его в тело. Маркеры тоже можно пока не убирать. Теперь свяжите вторую ручку. Оставляю для вас схему вязания. Попробуйте связать по ней, а не по видео. Теперь переходим к вязанию нижних лап. Вяжутся они полностью одинаково. Одна ножка у меня уже готова. Здесь я делаю смену цвета. Сначала нам нужно набрать 10 воздушных петель. Делаем узелок и набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую петлю вытягиваем поменьше. 9, 10. Начинаем вязать со второй петли за верхнюю полупетлю. Сразу делаем прибавку из 3 столбиков без накида. Далее по косичке 7 столбиков без накида за верхнюю полупетлю. Теперь здесь у нас остался узелок и одна петелька. В нее мы вяжем прибавку из 3 столбиков без накида. Сначала 1 столбик, затем поворачиваем, хвостик оставляем здесь
И в эту же петельку вяжем еще 2 столбика. 1 и 2. Вот мы сделали прибавку. Теперь хвостик я укладываю вдоль ряда и буду ввязывать его. Здесь нам осталось провязать 7 верхних полупетель. Подхватываем петлю и хвостик. 1, 2, 3, 4. Этого будет достаточно, хвостик можно убрать и провязать еще 3 петли. После того, как ряд закончен, вытягиваю петлю. Здесь у нас должно получиться 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И вот она, 20-я. Далее нужно установить маркер. Я просто положу кончик от начала вязания. Далее все ряды вяжем за обе полупетли. Второй ряд. Сначала 3 прибавки подряд. Прибавка 1, прибавка 2, прибавка 3. Далее 7 столбиков. И снова 3 прибавки. И 7 столбиков до конца ряда. 7. И маркер переносим. Итак, следующий ряд у нас 3. Мы вяжем 1 столбик плюс прибавку 3 раза. Затем 7 столбиков. И так повторяем дважды. Столбик, прибавка 1. Столбик, прибавка 2. Столбик, прибавка 3. Далее вяжем 7 столбиков. Снова вяжем столбик плюс прибавка, и так 3 раза. И теперь нам нужно связать 6 столбиков без накида. Обратите внимание, как я держу полотно. Если вы заметили, что при вязании по спирали начало каждого ряда у вас смещается вправо, вот так вот. Особенно это видно при вязании прямых рядов, в которых нет убавок и прибавок. То это происходит потому, что мы вяжем правой рукой и машинально тянем нить при провязывании столбика вправо. Так нам удобно. Так вот, самый простой способ сделать столбики ровнее – это вязать их, держа полотно вертикально, и постоянно поворачивать его во время вязания всего ряда. В таком положении привычное движение руки вправо превращается в вытягивание петли вверх, и столбики ложатся ровно друг над другом. Да, бывает, что при провязывании некоторых рядов неудобно держать полотно боком. Тогда просто следите, чтобы ваша нить вытягивалась вверх или даже влево. Тогда все у вас будет ровно, и вам легче будут даваться следующие этапы вязания. Итак, после того, как мы провязали 6 столбиков, в оставшуюся петлю мы делаем 1 соединительный столбик. И далее сделаем смену цвета нити. Сразу заводим крючок за первую заднюю полупетлю и надеваем коричневую нить. Кончик придерживаем, протягиваем сквозь полупетлю и петлю на крючке. И далее для аккуратного перехода мы вяжем ряд с соединительными столбиками, но только за задние полупетли. Таких столбиков у нас должно получиться 32. Пожалуйста, следите, чтобы этот ряд не стянул полотно. Теперь мы провязываем прямой ряд столбиками без накида. Сейчас мы должны будем вязать так же, как и на ручках, вот за эти 2 боковые полупетли, коричневую и бежевую. Первый столбик мы начинаем с того, что вяжем за обе бежевые полупетли. Следующий столбик завожу крючок в центр коричневой петли и в заднюю бежевую. Подхватываю нить и провязываю столбик. Так вяжем до конца ряда. Обратите внимание, как полотно начинает изгибаться. Так и должно быть. Из плоской детали мы формируем объемную. Довяжите самостоятельно. После того, как мы довязали ряд до маркера, здесь у нас должно получиться 32 петли. Посчитайте и проверьте себя. Теперь мы можем привести в порядок внутреннюю часть. Отрезаем бежевую нить от мотка,
оставляя небольшой кончик. Теперь связываем его с коричневым двойным узлом. Нить от начала вязания тоже можно обрезать покороче. Дальше переставляем маркер, и нам нужно провязать еще 3 прямых ряда. То есть 3 ряда по 32 столбика без накида. Вяжем за обе полупетли. Свяжитесь самостоятельно. Итак, довязали 4 коричневых ряда до маркера. Столбики у меня идут ровно один над другим. Теперь нужно найти середину пятки. Для этого складываем вязание пополам вдоль первого ряда по косичке. Находим центральную петлю и устанавливаем временный маркер. Теперь до этого маркера провязываем так называемые петли смещения. Это просто дополнительные столбики без накида, чтобы начало ряда совпадало с серединой пятки. У меня получилось 4 столбика, у вас может быть свое количество. Обязательно проверяем, что закончили ровно на середине пятки. Переставляем маркер сюда. Это будет новое начало ряда для всех следующих кругов. 9 ряд. Сначала провязываем 10 столбиков без накида. 7, 8, 9, 10. Теперь делаем 6 убавок. Точно такие же, как и на ручках, скрытые убавки. После убавок провязываем еще 10 столбиков до маркера, захватывая обе полупетли. Довязали до маркера, ножка уже начинает закругляться и приобретать форму туфельки. Итак, нам нужно провязать еще 2 ряда с убавками. Следующий ряд у нас 9 столбиков, 4 убавки, 9 столбиков до маркера. И еще один ряд 11, 9 столбиков, 2 убавки и 9 столбиков до маркера. После этого у вас должно получиться 20 петель. Провяжите самостоятельно и обязательно переставляйте маркер после каждого ряда. Итак, вот что получается. Мы связали основу и теперь будем наращивать высоту. Вам нужно провязать 5 рядов по 20 столбиков без накида. Просто прямые ряды без убавок и прибавок. Провязали 5 рядов, такой уже сапожок получается. Теперь убедитесь, что вы закончили вязание точно на середине пятки. Если есть смещение, довяжите до центра так, чтобы маркер оказался ровно посередине. И переставьте его. А у меня смещение незначительное, так что вязать столбики смещения я не буду. Следующий ряд. Мы немного расширим ногу. Переставляем маркер и вяжем 9 столбиков без накида. Теперь по центру над носочком делаем 2 прибавки подряд. Провязываем 2 столбика в одну петлю. Затем еще 2 столбика в следующую петлю. Теперь довязываем оставшиеся 9 столбиков до маркера. В конце ряда получится 22 петли. Далее самостоятельно свяжите еще 2 прямых ряда по 22 столбика без убавок и прибавок. Итак, после того, как мы провязали 2 ряда, укладываем нашу работу на стол и аккуратно расправляем. Вот теперь четко видно, что маркер немного сместился от центра, а нам нужно, чтобы он снова был ровно в центре пятки. Для этого мы добавим петлю смещения и установим маркер после нее. Вот так. Далее вяжем 10 столбиков без накида. Затем делаем 2 прибавки подряд и после этого довязываем 10 столбиков до маркера. Провяжите и начнем набивать ножку. Я довязала до маркера ряд с 2 прибавками. Прибавки оказались ровно над носочной частью. Теперь набиваем нижнюю часть ноги. Не просто заполняем синтепухом, но и придаем правильную форму, увеличивая объем. Для этого беру синтепух, если он немного свалялся, аккуратно его расправляю, вытягиваю и наполняю ножку небольшими кусочками, чтобы форма была ровной. Лучше всего, если вы свяжете обе ножки в один день, чтобы они получились симметричными и по размеру, и по наполнению. Постоянно сравниваю вторую ножку с первой, чтобы они были одинаковыми. Ступню заполняю плотнее, а верхнюю часть оставляю не такой набитой, чтобы наполнитель не попал в вязание. Вижу, что ножки выглядят одинаково, теперь можно двигаться дальше. На этом этапе у нас 24 петли. Далее самостоятельно провяжите еще 4 ряда по 24 петли. Когда провязали 4 ряда, вот что у нас получается. Пока не наполняем эту область, начнем вязать убавки, а потом продолжим заполнять ее. Переставляем маркер,
В 25 ряду у нас будет 2 столбика плюс убавка, повторить 6 раз. Я вяжу так. 1 столбик в начале ряда, затем делаем скрытую убавку. Далее комбинацию 2 столбика плюс убавка нужно повторить 5 раз. И в конце перед маркером после убавки у нас останется 1 петля, в которую мы привязываем 1 столбик без накида. Начинали с 1 столбика и заканчиваем 1 столбиком. В конце ряда получилось 18 петель. Далее у нас ряд, в котором мы 6 раз чередуем 1 столбик с убавкой. Начинаем с 1 столбика. Теперь убавка. Вяжем так еще 2 раза. У нас должно остаться небольшое отверстие, через которое будет проходить палец. Останавливаемся, вытягиваем петлю. Пока мы вязали основные ряды, синтепух в этой части ножки немного примялся. И мы должны проверить, достаточно ли его. На ощупь ножка должна быть достаточно твердой, плотно набитой, ведь мишка должен стоять, хоть и с опорой. И также вся длина ножки должна быть набита плотно. Добавляем синтепух здесь. И теперь плотненько заполняем вот эту часть. Она у нас должна быть чуть поуже, но все равно плотная. Теперь я буду формировать эту часть. Здесь она расширяется, и здесь у нас будет пуговичное крепление. Хорошо наполняю места, где были прибавки, чтобы они стали шире, и формирую ножку. Здесь она узкая, здесь пошире. Когда заполнили достаточно плотно, нам нужно довязать ряд. Не забывайте, что убавки нужно вязать туго, натягивая нить, чтобы между ними не образовывались отверстия. Закончила, переставляю маркер. Теперь у нас последний ряд. Нужно провязать 6 убавок подряд. Точно так же за передние полупетли. Теперь проверяю, хорошо ли наполнена нога. Отверстие стало совсем маленьким, и можно использовать дополнительные предметы для добавления синтепуха. Я немного прижму его и проверю, чтобы эта область была круглой, а не плоской. Добавлю еще немного синтепуха, и когда мы закроем эту часть, он равномерно распределится и заполнит ее. Теперь нужно провести нить через 6 петель. Отрезаю от мотка, вытягиваю петлю, вставляю в иглу и начинаю после маркера. Прохожу через 6 петель, захватывая только передние полупетли и проводя иглу снаружи внутрь. Когда все 6 петель захвачены, аккуратно затягиваем. Образуется небольшая шишечка, которую нужно убрать. Для этого в центр кольца, который я затянула, заводим иголку и в рандомном месте выводим кончик, чтобы он зафиксировался внутри. Подтягиваем нить, но не сильно, чтобы не придать ноге плоскую форму. Кончик фиксируем и прячем внутри. Теперь ножка полностью готова. Маркер пока оставляем, он нам еще пригодится. Сделаю измерения для вас, чтобы вы могли ориентироваться. Если используете ту же пряжу и рекомендованный крючок, то ориентировочные размеры такие. Высота ножки 9 см, длина 5,5 см. В самой широкой части окружность ножки 11 см, а в узкой 10. Высота стопы 3 см. Теперь самостоятельно свяжите вторую ногу. Начинаем вязание головы. Голову будем вязать немного иначе, чем остальные части тела. Не по спирали, как обычно, а по кругу. Это значит, что каждый ряд у нас вяжется в стык, заканчивается соединительным столбиком, а начинается с петли подъема. Начинаем с кольца амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. При вязании головы маркер нам не понадобится. Делаем соединение ряда. Петлю из последнего столбика, который остается на крючке, затягиваем как можно туже. Вот наш первый столбик ряда. В него мы будем вязать соединительную петлю. А еще в этот же столбик мы каждый раз будем начинать вязать новый ряд. Вводим крючок подобие полупетли первого столбика и провязываем тугой соединительный столбик. Это важно для того, чтобы в будущем стык рядов был максимально незаметным. И теперь делаем одну петлю подъема обычной высоты.
И, как я говорила, в эту же петлю, в которую делали соединительный столбик, провязываем первый столбик ряда. Поскольку это второй ряд, и здесь должно быть 6 прибавок, в эту же петлю провязываем еще один столбик без накида, то есть делаем прибавку. Продолжаем вязать еще 5 прибавок. Все столбики провязываем под обе полупетли. Закончили, затягиваем петлю. Находим первую петлю ряда, она располагается горизонтально. Но если вы, например, не видите или запутались, можно посчитать. Во втором ряду у нас должно быть 12 петель. Петлю на крючке мы не считаем, как обычно, и считаем со следующей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот в 12-ю мы сейчас должны сделать соединение и провязать первый столбик следующего ряда. Вводим крючок и выполняем тугой соединительный столбик. Снова делаем петлю подъема обычной высоты и начинаем третий ряд. В эту же петлю провязываем столбик без накида. Далее делаем 3 прибавки. После этого провязываем 4 столбика. Продолжаем вязать еще 3 прибавки и 1 столбик перед концом ряда. Обратите внимание на маленькую соединительную петлю и петлю подъема. Мы их всегда пропускаем. В горизонтальную петлю вводим крючок и выполняем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю. Далее смотрим на схему 4-го ряда. Первую петлю, куда делали соединение, провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю еще 1 столбик без накида. Затем по схеме вяжем 3 прибавки подряд. Прибавка 2, прибавка 3. Теперь вяжем 8 столбиков без накида. Снова делаем 3 прибавки подряд и заканчиваем ряд 2 столбиками без накида в последние 2 петли. Ряд соединяем. И теперь вам самостоятельно нужно связать еще 2 ряда. 3 столбика, 3 прибавки, 12 столбиков, 3 прибавки и 3 столбика. И также еще один ряд. Это 4 столбика, 3 прибавки, 16 столбиков по верхней части, 3 прибавки и 4 столбика перед маркером. Готово. Соединили ряд, воздушная петля. Теперь в 7-м ряду мы поменяем порядок прибавок и 6 раз свяжем комбинацию 5 столбиков без накида плюс прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка 1. Закончите ряд самостоятельно. Здесь у нас в конце ряда получится 42 петли. И да, если вы хотите пересчитывать петли, то лучше это делать до соединения ряда, чтобы не запутаться из-за соединительных столбиков. Теперь смотрим на схему. 8 и 9 ряд – это прямые ряды по 42 столбика без накида. Свяжите самостоятельно, но есть важное замечание. На данный момент наш носик довольно плоский, с легким изгибом, а эти 2 ряда должны создать больший изгиб и придать носику объем, чтобы он стал более выраженным. Здесь важно следить, чтобы столбики не были слишком растянутыми. Можно даже вязать с немного большим натяжением нити, чем обычно. Носик готов, теперь он стал объемным и приобрел нужную глубину. Переходим к основной части головы и начинаем со смены цвета нити. Подтягиваем петлю и делаем соединительный столбик. Берем коричневую нить, надеваем на крючок и протягиваем через петельку. Это будет наша петля подъема. Теперь вяжем 42 соединительных столбика только за переднюю полупетлю. Первый столбик провязываем в ту же петлю, в которую делали соединение, только за переднюю стеночку. В отличие от смены цвета на ножках и ручках, здесь можно слегка стянуть вязание соединительными столбиками. Это поможет стабилизировать форму носа, чтобы он оставался выпуклым и не деформировался при дальнейшем вязании и набивке. Поэтому даже если вы вяжете игрушку одним цветом, советую провязать этот ряд для сохранения формы носа. Вяжу последний столбик и соединяю ряд, как обычно. Завожу крючок под верхнюю коричневую и заднюю бежевую полупетли.
Захватываю нить, соединяю и делаю воздушную петлю. Следующий ряд, 10, продолжаем вязать за эти же полупетли. Сначала 7 столбиков, этот и остальные ряды вяжите с привычным для вас натяжением нити. Этот ряд может показаться немного тугим, и это нормально, так что не поддавайтесь соблазну вязать только за верхнюю коричневую полупетлю, игнорируя бежевую, так как это может испортить внешний вид игрушки. Теперь делаем прибавку и провязываем еще 3 столбика. Далее мы 3 раза повторяем последовательность прибавка плюс 2 столбика без накида. Делаем прибавку, затем 2 столбика, первый и второй. Это один раппорт. Нужно повторить еще 2 раза. Готово. Далее идут 2 прибавки подряд. Это центр верхней части носика. Когда связали, можем сложить деталь пополам, по линии нашего шва и через центр кольца амигуруми. И вот мы видим, что прибавки идут ровно по центру. Самостоятельно довяжите ряд до конца. Смотрим на схему. Здесь у нас все повторяется в обратном порядке. Комбинация 2 столбика и прибавка повторяется 3 раза. Затем 3 столбика, еще одна прибавка и 7 столбиков до конца ряда. В конце ряда должно получиться 52 петли. Пересчитайте их. Теперь посильнее вытягиваю петлю, чтобы навести порядок на внутренней стороне. Сначала подрезаем центральный хвостик, оставляя небольшой кончик. Подтягиваем бежевую нить и вместе с коричневым концом делаем двойной узел. Хвостики подрезаем. Бежевую нить убираем, она больше не понадобится. Затягиваю петлю и делаю соединительный столбик. Оставшаяся бежевая петелька будет служить пометкой. Позже мы в этом месте будем делать утяжку. Переходим к 11 ряду. Здесь также есть прибавки. Делаю петлю подъема и провязываю 8 столбиков. Далее идет комбинация. Прибавка плюс 3 столбика, повторяем 4 раза. Делаем прибавку, затем 3 столбика, первый, второй и третий. Это один раз. Повторяем еще 3 раза. Прибавка и 3 столбика, прибавка и 3 столбика, прибавка и 3 столбика. Далее по схеме написано прибавка, 2 столбика, прибавка. Делаем прибавку, первый столбик и следующий. Снова прибавка. Это центр. Дальше у нас все повторяется в обратном направлении. 3 столбика и прибавка повторяем 4 раза. До конца ряда осталось провязать 8 столбиков без накида. Закончили 11 ряд. Должно получиться 62 петли. Проверьте себя. В следующем ряду мы сделаем разметку для установки глаз. Вяжем сначала 21 столбик. Когда закончили, вытягиваем петлю. Теперь нам понадобится 2 коротких отреза нити, чтобы отметить точки установки глаз. Для того, чтобы маркер случайно не потерялся, завязываю его вокруг рабочей нити, делая легкий узел, такой, чтобы его можно было потом развязать и убрать маркер. Сдвигаю узелок и затягиваю петельку. Один хвостик вывожу на лицевую сторону. Между глаз у нас расстояние 20 столбиков. Свяжите их самостоятельно. Теперь установим маркер для второго глазика. Точно так же я делаю нетугой узелок и сдвигаю его к столбику. Один кончик нити перекидываю вперед. И здесь нам осталось провязать еще 21 столбик до конца ряда. В конце ряда получится 62 петли. Теперь переходим к следующему ряду с прибавками. Вяжем 11 столбиков без накида, затем прибавку. Повторяем комбинацию 7 столбиков без накида, прибавка. Это нужно сделать 2 раза. Затем вяжем 6 столбиков без накида. И теперь в обратном порядке. Прибавка, 7 столбиков без накида, повторяем дважды, снова прибавка. И заканчиваем ряд 11 столбиками без накида. Далее схема с 14 по 17 ряд вам уже должна быть понятна.
Свяжите 4 ряда самостоятельно. Итак, у меня сейчас уже связан 17 ряд. И теперь, прежде чем закрыть его, установим еще один маркер, обозначающий точку крепления головы. Вытягиваю последнюю петлю и завязываю нетугой узел вокруг нити. Петлю подтягиваю и закрываю ряд соединительным столбиком. Позже в эту точку мы установим штифт. Это у нас был последний ряд с прибавками, далее прямые ряды. Так что я сейчас промерю свою деталь, чтобы вы могли свериться. Вот так я укладываю на стол, здесь изгиб, здесь прямо. И вот так через центр кольца амигуруми у меня получается 12 сантиметров, высота через центр 10 сантиметров, высота от линии носа 3,5 со всех сторон. Теперь вам самостоятельно нужно связать еще 2 ряда по 78 столбиков без накида, и мы начнем оформлять мордочку. Сейчас у нас связано 19 рядов, и мы начнем вышивать носик. Для носа нам понадобится нить Yarn Art Jeans Bamboo, оттенок 134. Вообще мне нравится использовать нить немного темнее самой игрушки, а бамбу еще и отлично подходит по текстуре. Смотрим на первый ряд, связанный коричневой нитью. В нем мы по центру вязали 2 прибавки подряд. Сгибаю полотно между этих прибавок, то есть одна прибавка будет с правой стороны, вторая с левой. Сгибаем деталь и укладываем столбики ровно. Можно положить на стол и выровнять обе половинки. Если вы все вязали правильно, у вас по сгибу должен быть и шов, и центр кольца амигуруми. Теперь завожу иглу между этих 2 прибавок и вывожу ее, пропустив 7 рядов, в точку над центром кольца амигуруми. Это точка окончания носика. Всего нос будет занимать 4 ряда. Поэтому по линии, намеченной иглой, отступаю 3 ряда от края носа и переставляю иглу в эту точку. У меня здесь идет прибавка и столбик. Получается точка между ними. Носик имеет треугольную форму. От центра откладываем 3 столбика в одну сторону и 3 столбика в другую. Для носа нам понадобится нить длиной 1 метр. Заводим иглу в эту точку, а выводим в левом уголке носа. Оставляем хвостик длиной 10 сантиметров. Заводим иглу в правый угол носа и выводим внизу. Теперь в левую точку и в правую. Следите за тем, чтобы на всем протяжении вышивания нить хорошо прилегала, но не стягивала полотно. Заводим иглу внизу и выводим в правый угол носа. Вот у нас образовался треугольник. Этот кончик пойдет сюда. Сначала здесь покажу, как мы будем заполнять область носа стежками. Первая нить проходит между столбиками, то есть иголка вводится в пространство между ними. Вторая нить должна идти внутрь столбика. Вводим иглу чуть ниже, как бы раскалывая сам столбик. Третья нить снова заходит в пространство между столбиками. В итоге последовательность будет такой: между столбиками, внутрь столбика, снова между столбиками. И этот порядок мы применяем непосредственно на носике. Здесь у нас 6 столбиков. Я пронумеровала точки входа иглы и сделала схему. Сейчас нить выходит из 13 точки. Заводим в центр, а выводим в 12, раскалывая 6 столбик. За эту линию мы не заходим, она остается сзади. Аккуратно подтягиваем нить и укладываем ее сразу рядышком плотненько. Здесь мы все время заводим в эту точку, которую начинали. Теперь выводим в 11 точку между 5 и 6 столбиком. Аккуратно подтягиваем нить.
Если вы будете сильно ее натягивать, то у вас будут большие расстояния между этими полосками. Если слабо, то в процессе игры с мишкой нос просто начнет разваливаться. Теперь в 10-ю точку. Всегда оставляю нить за иглой. Далее между столбиками в 9-ю точку. И в этой области тоже нужно хорошо уложить все нити. Подтягиваю носик, смотрю, что у меня ничего не затянуто. Теперь переходим на вторую сторону. Завожу в 1-ю точку, сюда же в уголок, куда мы начинали. Только ниточки оставляем сзади. Если делать не спеша и сразу укладывать нить ровно, результат будет отличным. Теперь во 2-ю точку, раскалывая столбик. В 3-ю. 4-ю. И 5-ю. И осталось сделать еще 3 стежка. В 8-ю аккуратно укладываю нить. В 6-ю. И теперь последняя точка у нас осталась 7-я, между 3-м и 4-м столбиками. Заводим иглу в центр, а выводим снова в 13-й точке, в самом уголке, за всеми ниточками. Здесь у нас остались небольшие просветы. Сейчас мы их прикроем горизонтальными стежками. Раз. И 2. Готово. Получился отличный носик. Теперь короткий кончик сначала заводим сюда, в точку, где видна бежевая полупетля между бежевым и коричневым рядами. А теперь выводим в рандомном месте. Вторую нить вывожу наизнанку. И нужно ее закрепить. Можно сделать узелок за соседнюю ниточку. И вот так сделать несколько стежков только под верхние полупетли. С лица ничего не должно быть видно. И вывести конец на лицевую сторону в ту же точку, что и короткий. И потом, когда мы сделаем полностью набивку и начнем делать утяжку, если нам понадобится, мы немного подтянем кончики и уже после этого зафиксируем и спрячем внутри головы. Теперь приступаем к установке глазок. Мы сделали отметку на 12-м ряду. Отсчитаем от бежевого края 1, 2, 3. Это как раз 12-й ряд. Глазки нужно установить между 11 и 12 рядами. Вот здесь под маркером расширяю немного пространство между столбиков и вставляю глазик. Вот он как раз доходит до линии носика. Маркер можно убрать. Перехожу ко второму глазику. Снова отсчитываю 1, 2 и устанавливаю его между столбиками, также между 11 и 12 рядами. Визуально оцените, что расположение глаз вас устраивает, и зафиксируйте оба глаза заглушками. Надеваю выпуклой частью вверх. Готово. Теперь приступаем к вышиванию глазок и бровок. Для этого обязательно берем новые нити из мотка, которые еще не были в работе. Отрезаем по 30 см белой и коричневой нити и 40 см черной. Начнем с белой. Вставляем в иглу и поворачиваем правый глазик так, чтобы ряды были ровно перед нами. Смотрим на наш глазик. Вот здесь у нас с правой стороны есть прибавка, и мы будем на нее ориентироваться. Отступаем один столбик влево и аккуратно вводим иглу поближе к глазику между столбиками, оставляя сзади небольшой хвостик. Прибавка, столбик, заводим иглу. Теперь отступаем один ряд от носа и вводим иглу ближе к глазу, вот так.
Теперь переходим на левый глазик. Для этого проводим нить через несколько верхних полупетель. Сначала выводим нить снизу, отступая один коричневый ряд, поближе к глазу. Теперь находим прибавку здесь. Отступаем от нее один столбик и ближе к глазу заводим нить. Фиксируем внутри 3 стежками. Выбираем рандомную точку и выводим оба конца нити на лицевую сторону через одно и то же отверстие. Эти хвостики подтянем и закрепим после набивки головы. Теперь берем коричневую нить. На правом глазике отступаем 3 ряда вверх и вводим иглу поближе к глазу, оставляя сзади хвостик. Затем проводим иглу по диагонали и заводим между столбиками, образующими прибавку. Вот так. Повторяем то же самое с другой стороны, аккуратно фиксируя нить. Выводим оба конца нити на лицевую сторону в рандомном месте через одну точку. Переходим к черной нити для вышивки ресничек и бровок. Заводим иглу вдоль линии века, оставляя хвостик сзади. Нить укладываем чуть выше века. Сразу перехожу на бровку. Бровь располагается по этой же линии, где мы начинали вышивать ресничку. От начала реснички мы отступаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. И вот так вот выводим. Здесь остаются 2 ряда. Бровка занимает 4 столбика. Вот эта линия. Далее перехожу ко второму глазу и сначала делаю бровку. Здесь точно так же. Нахожу точку, где у нас начинается века, и поднимаюсь вверх между столбиков. Затем отсчитываю 1, 2, 3, 4. Это начало брови. 1, 2, 3, 4. Завожу иглу, а вывожу в точку века. И теперь в эту точку века. Итак, наша мордочка готова. Теперь нить проводим с внутренней стороны под полупетлями и снова выводим оба конца в одну рандомную точку. Сейчас нужно продолжить вязать голову и связать еще 5 прямых рядов по 78 столбиков без накида. Не забываем, что каждый ряд головы у нас заканчивается соединительным столбиком и петлей подъема. Свяжите самостоятельно, а далее отложите голову и переходите к вязанию ушей. Поставьте видео на паузу и самостоятельно свяжите 2 уха по схеме. Вяжутся они одинаково. А затем я покажу, как сделать на них вышивку. Оба уха у меня готовы. Делаем вышивку. Берем 40 см бежевой нити. Здесь у нас узелок. Отступаем 2 петли в этом ряду. Пропускаем 6. И в этом же ряду выводим. Оставляем кончик для закрепления. Заводим в эту же точку, а выводим через 6 столбиков на ряд выше. Теперь вот так ушко сгибаем и подтягиваем нить. Заводим снова в эту точку. Теперь на один ряд выше. И чуть-чуть подтягиваем. Теперь заводим по диагонали вниз. На ряд выше этой точки. Снова через 6 и выводим в эту же, в которой начинали. Вот у нас параллельно 2 линии. Теперь здесь на один ряд выше и на один столбик левее. То есть здесь мы пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. А теперь на еще один ряд выше и пропускаем 4.
в эту же точку и выводим здесь, где у нас хвостик. Дальше хвостики завязываем и прячем внутри ушка. Второе ушко можно сделать так же или зеркально отразить узор, на ваше усмотрение. Хвостики из самого ушка не обрезаем, мы их вяжем. Размер уха. Длина 4 см и в высоту 3 см. Ну что ж, ушки готовы, и мы будем их ввязывать. Итак, у вас от линии бровей должно быть связано 7 рядов по 78 столбиков без накида. Проверьте себя. Сначала вы можете прикрепить ушки маркерами в нужных точках и убедиться, что они у вас расположены ровно. От начала ряда 22 петли, между ушками 16 петель, само ушко занимает 9 петель. Если все подходит, начинаем вязать. В новом ряду сначала свяжите 16 столбиков без накида, затем прикладываем хвостик от правого уха и ввязываем его 6 столбиками без накида. Вот так. Теперь хвостик подтягиваем и укладываем ушко лицом к лицу. Ввязываем, захватывая обе петли. Предварительно можно отметить 9 петель на голове, чтобы не запутаться. Вяжем 9 столбиков. Теперь также ввязываем второй хвостик 6 столбиками. Между ушками у нас 16 столбиков. 6 уже провязали и 6 оставлю на первый хвостик левого уха. Значит, вяжем 4 столбика. Готово. Теперь самостоятельно ввязываем второе ушко. Сначала хвостик 6 столбиками, затем 9 столбиков на ушко, снова хвостик 6 столбиков и до конца ряда 16. Соединяем ряд, как всегда. Когда ряд закончен, свяжите еще 2 прямых ряда по 78 столбиков без накида, самостоятельно. Теперь начинаем вязать ряды с убавками. В 28 ряду в схеме написано 11 плюс убавка, умноженная на 6. Значит, начинаем с вязания 11 столбиков. 9, 10, 11. Теперь скрытую убавку. Итак, повторяем еще 5 раз. В конце ряда получится 72 петли. Следующий 29 ряд свяжите самостоятельно. Это просто 72 столбика без накида. В 30 ряду мы снова делаем убавки. Сначала вяжем 5 столбиков. Теперь убавка. А далее 5 раз чередуем 10 столбиков с убавками. И до конца ряда останется еще 5 столбиков. 31 ряд – это последний прямой ряд. Свяжите 66 столбиков. Теперь самостоятельно свяжите еще 5 рядов с убавками. Не забывайте соединять ряд и делать воздушную петлю. Затем отложите голову и переходите к вязанию тела по схеме. Берем новый моток пряжи и вяжем тело по схеме. Тело вяжется очень просто, классическим методом по спирали, снизу вверх. Чтобы не затягивать видео, я оставлю вам схему с изображениями. Уверена, что вы легко свяжете его самостоятельно до этапа ввязывания ручек и установки штифта. Вот что у вас должно получиться. Сейчас мы начнем ввязывать ручки и для начала расставим маркеры. В последнем ряду у нас получилось 36 петель. От начала ряда пропускаем 5 петель и в 6-ю ставим маркер. Далее ставим маркер в 13-ю петлю, в 24-ю и в 31-ю. Между руками по 10 петель. Так мы отметили первую и последнюю петлю рук. Берем руку и начинаем ввязывать хвостик первыми 5 петлями до маркера. Вот так. Теперь подтягиваем хвостик, остаток можно срезать. Ручку ввязываем, захватывая обе полупетли на руке и на теле. Первый столбик, маркер убираю. Далее вяжем еще 6 столбиков. Убираю второй маркер и вяжем 8 столбик. Теперь вяжем 5 столбиков и снова ввязываем хвостик 5 столбиками без накида. Готово. Теперь вяжите вторую руку и закончите ряд. Теперь сильно вытягиваем рабочую петлю и заполняем туловище синтепухом.
Разделяем синтепух, чтобы он был пушистым и без комков. И закладываем внутрь, следя, чтобы не убежала рабочая петелька и маркер. Игрушку набиваем прям плотно. Она должна получиться довольно твердая, особенно в области шеи и крепления ног. Сначала берем большие кусочки. Затем раздвигаем синтепух от центра к краям, чтобы он равномерно распределялся. И снова добавляем. Формируем округлый животик. Полностью не набиваем. Будем добавлять наполнитель после каждого ряда. Возвращаем петельку на крючок, подтягиваем, переносим маркер и переходим к ряду с убавками. 37-му. 2 столбика, убавка, затем 4 столбика, убавка. Повторяем 5 раз. Несмотря на набитость, вяжем как обычно, просто становится чуть менее удобно. Провязываем этот и 38-й ряд по схеме, затем добавим еще наполнитель и закроем деталь. После 38-го ряда у нас 30 столбиков. Теперь слегка приминаем игрушку, чтобы выпустить лишний воздух и равномерно распределить наполнитель. Из-за этого она может немного уменьшиться в объеме, это нормально. Теперь, когда воздух вышел, а наполнитель немного утрамбовался, делаем отверстие пальцем в центре, аккуратно придерживая края, чтобы вязание не растягивалось. Я раздвигаю наполнитель, прижимая его к краям тела. Затем в образовавшуюся полость добавляю еще немного синтепуха и снова равномерно распределяю его круговыми движениями, прижимая к стенкам. Наполнителя уходит довольно много, так как эта игрушка имеет другую конструкцию, не такую, как, например, зайка из моего МК. В процессе наполнения важно следить за плавным переходом формы. Чтобы проверить, достаточно ли наполнителя, можно слегка сжать игрушку и посмотреть, где остаются пустоты. Или, например, если палец легко проходит внутрь, значит наполнителя еще недостаточно. В процессе также проверяем, чтобы руки хорошо прилегали к телу и не топорщились. Также следим за симметрией со всех сторон, корректируя форму. Теперь можно продолжить вязание. Пока вяжем, наполнитель внутри дополнительно уплотнится, и его можно будет добавить еще. Следующий ряд формирует плоскую линию шеи. В этом ряду, 39-м, мы вяжем только за заднюю полупетлю. Схема ряда: 3 столбика, убавка. Повторить 6 раз. Захватываем заднюю полупетлю и провязываем 1 столбик. Затем второй, третий. Теперь делаем убавку. Только в этом ряду мы убавку выполняем классическим способом. Вводим крючок в заднюю полупетлю первого столбика, вытягиваем нить. Затем вводим крючок в заднюю полупетлю второго столбика, снова вытягиваем нить и теперь провязываем их все вместе. Повторяем 3 столбика плюс убавка до конца ряда. В результате должно получиться 24 петли. После этого продолжаем наполнять игрушку, чтобы окончательно сформировать тело перед установкой крепления для головы. Перед тем, как установить шплинтовое крепление, важно полностью заполнить тело. Важно не переборщить, петли не должны растягиваться так, чтобы сквозь них был виден наполнитель. Особое внимание уделяем области плеч и верхней части туловища, где крепятся руки. Если есть пустоты, добавляем еще немного синтепуха. Учтите, что больше добавить наполнитель мы не сможем. После полного наполнения нужно провязать еще половину 40-го ряда, уже за обе полупетли, а затем установить шплинт. Для установки шплинта в тело нам понадобится гвоздик, 1 металлическая шайба и 1 деревянная. Сначала надеваем на гвоздик металлическую шайбу, затем деревянную. И теперь помещаем конструкцию под последние ряды, строго поверх синтепуха. После этого продолжаем вязание. Сначала полностью довязывая 40-й ряд. Теперь переставляем маркер и в 41-м ряду вяжем столбик, убавка, столбик, убавка. Всего 6 раз. Все убавки вяжем скрытым методом. Вязать может быть немного неудобно, но таким образом мы смогли ввязать ручки, а не пришивать их отдельно. И последний ряд. Из оставшихся 12 петель выполняем 6 убавок. Теперь у нас осталось всего 6 петель.
Обрезаем нить и вытягиваем петлю. Далее аккуратно затягиваем отверстие. Для этого вводим иглу в последние полупетли оставшихся 6 петель по кругу. Стягиваем вязание, чтобы отверстие полностью закрылось. Заводим иглу в центр и сначала проводим ее вдоль шплинта. Далее фиксируем и прячем кончики внутри тела. Теперь измерю для вас готовую деталь. Высота от начала шеи до центра нижнего кольца 17 см. Обхват в самой широкой части на животе 31-31,5 см. Тело готово, теперь нужно присоединить голову. Если здесь у вас остался маркер, то нужно убрать его с области шеи. Во время вязания мы уже сделали пометку на голове, и теперь в эту точку вставляем гвоздик от шплинта. Маркер убираем. Сначала надеваем деревянную шайбу, затем металлическую. Шплинт состоит из двух частей, короткой и длинной. Начинаем с длинной. Захватываем круглогубцами конец шплинта за самый край. Начинаем медленно закручивать стержень вокруг круглогубцев. При этом важно закручивать эту часть строго вдоль короткого стержня. Старайтесь, чтобы во время закрутки у вас кольца ложились не спиралью, а ровно друг над другом. У меня вот получилось не очень ровно. Подкручиваем до тех пор, пока кольца плотно не прижмут металлическую шайбу. Вот что получается. Теперь закручиваем второй стержень в другую сторону. Стараемся не отклонять его от центра. Вот, теперь накрутка получилась ровной. Хорошо прижимаем. Вот такая бабочка получилась. Проверяем крепление. Голова должна сидеть плотно, но при этом вращаться. Все готово. Теперь набиваем голову. Начнем с заполнения носа. Берем небольшой комочек наполнителя размером с нос. Закладываем и придавливаем. При этом важно придерживать нос по бежевому контуру, чтобы избежать растяжения полотна и потери выпуклой формы носа. Затем наполняем боковые части, равномерно распределяя наполнитель круговыми движениями. И после уже заполняем центр. Также важно, чтобы наполнитель не упирался в ножку глаза, а обволакивал ее. Полностью заполняем область вокруг ножки синтепухом. Если нос при нажатии проваливается, подталкиваем наполнитель. При этом придерживаем его по контуру, сохраняя форму. Слегка утрамбовываем наполнитель у края вязания и свяжем еще один ряд. 2 столбика, убавка. Затем 4 столбика, убавка, повторяем почти до конца ряда. И перед стыком вяжем 2 столбика. Затем соединяем ряд и делаем воздушную петлю. Закончите самостоятельно. Добавляем наполнитель и провязываем еще один ряд. Комбинацию 3 столбика, убавка повторяем до конца ряда. Готово. Теперь проверяем форму. Большими пальцами подталкиваем наполнитель, одновременно придерживая границы носа, чтобы он не сплющился. Если мы надавливаем вот так вот на нос и чувствуем пустоты, значит область заполнили недостаточно. Вот так вот сжиматься не должно. Также следим, чтобы затылок не получился плоским, и тоже заполняем его синтепухом. Теперь лучше. Вяжем еще один ряд. Столбик, убавка. 2 столбика, убавка, повторяем почти до конца ряда. И не забываем про 1 столбик перед соединением. Последние ряды стараемся вязать потуже. Здесь может быть неудобно, поэтому следите, чтобы нить не ослабла. Вяжем следующий ряд наполовину. Столбик, убавка. Всего 3 раза. Вытягивайте петли поменьше, чтобы ряды были плотными. После этого добавляем оставшийся наполнитель. Перед окончательным закрытием убедитесь, что синтепух полностью заполняет все полости. Голова может быть немного мягче, чем туловище, но не должно оставаться пустот. Чтобы проверить, достаточно ли плотная набивка, слегка надавите на нос и глаза, имитируя утяжку. Если при этом синтепух заполняет область вязания, все в порядке. Учитывайте, что синтепух должен со временем примяться. Можно помять голову руками или дать отлежаться. И если нужно, еще добавить синтепух. Теперь закрываем отверстие, довязываем ряд, столбик, убавка.
Затем делаем 6 убавок подряд. Важно, для первой убавки мы сначала захватываем петлю, в которую делали соединение, не пропускаем ее. При закрытии придерживайте наполнитель пальцем, чтобы он не попадал на крючок. Если синтепух все же вылезает наружу, лучше не вытягивать его, а аккуратно подрезать ножницами. Когда заканчиваем ряд, делаем соединительный столбик, а петля подъема нам уже не нужна. Обрезаем нить, вытягиваем петлю и вставляем конец в иглу. Проводим иглу через 6 передних полпетель. Затягиваем отверстие и заводим нить обратно в центр. Прячем кончик внутри головы. Следующий этап – утяжка. Для утяжки я предпочитаю использовать отработанную нить, то есть ту, которую мы уже вязали, потом распустили и теперь снова используем. Она тоньше и не вытягивается. Нам понадобится отрез 70 см. Вставляем нить в иглу. Иглу вводим в то же место, где выходит ниточка от носика. И выводим в центре правого глаза на 2 ряда выше носа, как можно ближе к глазику. Подтягиваем нить, оставляя кончик для завязывания. Теперь приподнимаем глазик и заводим под него нить. Затем иглу вводим между глазом и белой пряжей, отступив 2 ряда, и как можно ближе к глазику. Протягиваем иглу через голову и выводим рядом с предыдущей точкой, через 1 столбик. Проверяем, что белая пряжа не зацепилась. Подтягиваем нить за оба хвостика. Заводим иглу через 1 столбик от центра, а выводим слева от глаза, снова отступив 2 ряда. Приподнимаем белую нить, нащупываем нужную точку. Теперь белую нить опускаем и выводим иглу. Приподнимаем глазик и заправляем под него нить. Теперь вводим иглу как можно ближе к глазу, также через 2 ряда от носика. И выводим в центральной точке, туда же, куда начинали. Одновременно тянем за оба хвостика, утапливаем глазки, проверяем, что все утянуто равномерно. Теперь, не ослабляя нити, делаем узел, еще раз подтягиваем и делаем второй узел. Второй этап. Длинный кончик вставляем в иглу и делаем легкую утяжку в области носа. Снова заводим иглу в центральную точку и выводим ее на уровне центра глаза, между бежевой и коричневой пряжей в зоне соединительных столбиков. Протягиваем нить по линии стыка цветов, она как раз проходит через центр носа. Заводим иглу обратно, симметрично, на другой стороне, и выводим снова в центр. Нить должна лечь ровно вдоль носика. Слегка подтягиваем, не сильно, чтобы носик чуть-чуть утопился. Фиксируем двойным узлом. Затягиваем хвостики нити внутрь головы, лишнее подрезаем. Теперь мы можем подправить и подтянуть все наши ниточки от оформления мордочки. Далее свяжите кончики между собой двойным узлом и заправьте внутрь головы. Лишнее отрежьте. Таким образом спрячьте все хвостики, и мы начнем установку нижних лап. Ножки у нас подвижные, на пуговичном креплении. Первый этап. Берем 2 отреза отработанной нити, каждый длиной 70 см. Продеваем каждую нить в свою пуговицу. Если пуговица с 4 дырочками, заводим нить по диагонали, для 2 дырок в 2. Выравниваем кончики. Второй этап. Берем ножки, они у нас одинаковые. Находим 20-й ряд, в котором делались прибавки по передней части. Эти прибавки хорошо видны. И также у нас есть 2 прибавки в 17 ряду. Нам нужны те, что в 20-м. Это 20-й ряд, 21-й, 22-й. Ставим временный маркер между 21 и 22 рядами. Теперь переворачиваем ножку носочком влево и от прибавки отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка 1, 2, 3, 4. Между столбиками проводим линию вверх до отмеченного маркером междурядья. Заводим иглу. От этой точки отсчитываем 12 столбиков влево. И после 12 выводим иглу. Проверяем, что обе точки находятся на одной линии с маркером.
Поворачиваем ножку задней стороной, и здесь видно, что линии не совпадают. Так и должно быть. Также можно посчитать, что от центрального маркера до иглы по 6 столбиков в каждую сторону. Теперь берем нашу нить с пуговицы и вставляем оба конца нити в иглу. Протягиваем через ногу. Готово. Со второй ногой поступаем аналогично. Сначала ставим маркер между 21 и 22 рядами, а вот теперь поворачиваем ногу носком в другую сторону, вправо. Отсчитываем 4 столбика от прибавки, поднимаемся на линию с маркером, заводим иглу. Отсчитываем 12 столбиков, выводим иглу и протягиваем через ногу нить с пуговицей. Ножки подготовлены и пуговицы с разных сторон. Третий этап. Определим местоположение ножек. Первым делом находим наш заранее установленный маркер. И по его линии ставим еще один маркер под правой лапой. Выравниваем положение руки, находим точку по центру ручки, вот так примерно, и переставляем в нее маркер в этом же ряду. От нее по передней части отсчитываем 36 столбиков в этом же ряду и ставим второй маркер. Снова смотрим на ручку, поправляем и теперь визуально оцениваем, насколько ровно ножки располагаются относительно ручек. Если нам что-то не нравится, можно сдвинуть один маркер вправо или влево. Но важно помнить, что между маркерами должно остаться 36 столбиков. То есть если один сдвигаем, то и второй сдвигаем в ту же сторону и на то же количество столбиков. Эти точки совпадают с точками выхода нити на ножках. Можно приложить ножки, чтобы убедиться, что они располагаются ровно под ручками и вам нравится местоположение. Теперь следующий этап. Берем ножку, которая должна быть с правой стороны игрушки, вдеваем нить в иглу и будем проводить иглу насквозь через все тело, в точку, отмеченную вторым маркером. Конечно, удобнее всего использовать длинную иглу, которая способна проколоть тело за один раз. У меня такой иглы нет, но я покажу, что можно справиться и с короткой. Для этого я сжимаю тело, раздвигаю наполнитель внутри с обеих сторон. Также можно заранее проткнуть тело вязальной спицей, например, чтобы наметить путь для иглы. Вот так вот ввожу и проталкиваю иглу на другую сторону. Протягиваю нить. Теперь берем вторую ногу, вдеваем нити в иглу и проводим через те же самые отверстия, слева направо. Теперь хорошо подтягиваю ножки, тяну за оба кончика нитей. Наша следующая задача — убедиться, что ножки расположены правильно. Поднимаем ножки в сидячее положение. Ножки и низ туловища должны быть на одном уровне. А также еще раз убедитесь, что ножки симметрично расположены относительно ручек. И проверьте, что мишка сидит. Если вас все устраивает, слегка ослабляем натяжение и переходим к следующему этапу. Начнем с левой стороны. Один кончик нити убираем, второй вставляем в иглу и протягиваем через ногу в те же отверстия. Теперь протягиваем через отверстие на пуговицы, сначала снизу вверх и обратно. Снова вставляю в иглу и провожу обратно сквозь ногу, все через те же отверстия. Переходим на другую сторону и здесь поступаем иначе. Вставляем в иглу сразу обе нити и протягиваем сквозь лапу в те же отверстия. Теперь нити разделяем и выводим каждую сквозь свое отверстие, снизу вверх. Вот так. Теперь я беру оба конца нити, хорошо подтягиваю, чтобы ножки плотно прилегали к телу. Для фиксации делаю одинарный узел и бантик. Теперь переходим ко второй стороне. Беру один конец нити, который выходит из тела, хорошо его подтягиваю. Также хорошо подтягиваю нить, входящую из лапки. Можно отодвинуть лапку и проверить, что нить натянута и не спуталась. Подтягиваем и делаем двойной узел. Переходим к другой стороне. Развязываем бантик и узел. Один кончик нити вытаскиваем из пуговицы. Теперь вторую нить проводим через это отверстие. Подтягиваем нити и делаем двойной узел прямо под пуговицей. Готово. Прячем ниточки, правую проводим сквозь ногу, фиксируем, обрезаем. С левой стороны сквозь тело. Также фиксируем и обрезаем. Все, наш мишка готов. Что ж, теперь пора связать одежду для него. Все подробности о мастер-классах вы найдете в описании к ролику.
А еще обязательно заглядывайте в наш чат в Телеграм. Там можно делиться своими мишками, задавать вопросы и просто общаться. Спасибо, что вязали со мной. Пока-пока.